Многие события уже начали суперинтенсивно развиваться, и у этого есть причина. Мара нас предупреждала еще в декабре и про уход Папы Римского, и про то, что будет происходить после этого ухода. Вот сейчас у нас уже новый Папа, который также продолжает активировать пророчество, которое еще было написано отдельно, пророчество про пап. Мы сейчас обо всем этом узнаем у известного нумеролога Мары Борониной. Привет, Мар. Привет. Привет, Давай привет. начнем. Я даже не знаю, с чего тут начать, потому что столько всего. Можешь, пожалуйста, Давай начать? начнем с того, что сегодня новый Папа Римский, Лев 14-18 мая. Конечно же, они не могли не выбрать какой-то обычный день. У нас таких дней только 4 раза в году. Да, и, кстати, сегодня тоже проговорим, что важно в этот день делать. У нас сегодня день силы, день мощной силы, когда врата открыты, доступы есть везде, и он в этот момент сделал назначили вот этот день этого погружения они. В общем, он вступает сегодня в должность, да, называется это официально вступил в должность, а через древний ритуал получил перстень рыбака и получил вот эту шерстяную ленту, палия она называется, там вышиты кресты, да, то есть это символ папской власти, и это у них называется вот как раз древний ритуал, начало действия 267-го папы. А что интересно, когда мы складываем 2, 6, 7, получается код 15. Сейчас я буду это расшифровывать. Да, и не только это. И поговорим про комету, и про то, что у нас сейчас коридор действует, и даже дадим корректирующий инструмент, чтобы мягко пройти вот конец мая и начало июня. Потому что такие силы закручиваются не очень. Но знаешь, что важно мне проговорить? Вот сегодня подкаст носит, давай сообщим, исключительно такой информационно-развлекательный характер и не является никакими инвестиционными рекомендациями и никакими, да, то есть все высказанное мнение отражает мой личный авторский взгляд как писателя, который пишет фантастический роман. 1 у меня написан, и 2 у меня в процессе. А дальше я еще историк по образованию, историк-культуролог, и вот опираюсь на анализ цифр, цифровых закономерностей, поэтому рассказываю, что нам говорят цифры. И все сказанное должно восприниматься вами, не должно, точнее, как раз восприниматься как руководство к действию. То есть мы стремимся просто анализировать и оставляем за вами право самостоятельно формировать какое-то мнение и принимать какие-то решения. И, конечно же, мы никоим образом не хотим и не пытаемся оскорбить чувства верующих. Мы просто анализируем. И вот давай я как раз начну рассказывать. Да? Каждый новый папа получает вот этот новый перстень рыбака, который обычно у предыдущего папы уничтожается после его смерти. Чтобы, во-первых, я так понимаю, что определенные силы туда подзагружаются в новый перстень, да, и таким образом они предотвращают подделку, чтобы никто незаконно, не дай бог, не использовал. Вот почему он так называется, вот этот перстень, перстень рыбака, потому что тот святой Петр, который стоял у истока формирования католичества. Он был рыбаком по профессии, и он считается основателем Римской церкви. Вот этот перстень, как говорится, символ, который теперь передается, переподключается и так далее. Понимаешь, да? То есть сила предводителя передается дальше. А по поводу смерти папы у нас с тобой было интервью в декабре, я с тобой это обсуждала, что я рассчитала, что он должен уйти, что случится в ближайшее время переход, да, как бы по цифрам это говорилось больше про год-полтора, но я там озвучила, что я чувствую, что это раньше произойдет. Видишь, получилось, что это некое такое предсказание, расчет случился аж за 4 месяца. Вот. Дальше что произошло? Нам сообщили о смерти папы как раз Пасха случилась, и нам сообщили, что интересно, что Пасха в этот раз была и у христиан, и у католиков в один день. Пасха – это открытие сильнейшего портала. Представляешь, то есть открылся портал, папа ушел, все ликовали, много энергии, то есть переживали, ликовали в смысле по минусу, а страдали, да, и вот начался конклав. И я тогда подумала, конклав – это что? Это когда переизбирают нового папу в закрытой комнате.
У меня было, опять же, я загрузки делаю и в практиках, поскольку у меня еще есть направление йоги, и я владею высшей йогой, раджа-йогой, преподавала 10 лет в разных клубах, да, в том числе и обычную хатху, ну и продвинутые методики. А потом я еще изучила практическую психологию работы с бессознательным. Соответственно, я периодически подгружаюсь еще сама, и перед снами делаю тоже запросы. И вот у меня видение такое пришло в сочетании с цифрами, как бы не дай бог, если придет человек на новый пост папы с девяткой. Если будет где-либо у него девятка, то конфликты продлятся еще 9 лет в разных частях мира. Да, и как раз-таки, что мы видим, что пришел у нас лев 14, когда мы переводим буквы лев и цифры 14 в цифры полностью, получается 18,9. Смотри, не случайно. 18,9, 1 плюс 8 – это 9. Все, девятку мы видим. Вот то, что я до этого сказала, вот значит, оно вот так и будет происходить. Для кого это фантазия, пусть будет фантазия. Да, мы пишем фантастический сценарий. Вот, и изначально эта девятка получается из 18. И как раз сегодня, 18 число, День силы, Папа Римский вступает, скажем, в свою должность. Вот, плюс у него, если мы берем лев на английском языке, то там получается код 2911. Это драконианский рептилоидный код. И просто так такие люди не попадают на такие должности. Обязательно за ними стоят высшие силы, большие силы, причем, может быть, даже другие цивилизации. Вот, и как только папа, а сейчас папа будет в эту сторону смотреть, да, сначала сейчас он немножко заземлится, а далее он в том числе и будет выносить смыслы про другие цивилизации, это подхватит и другие страны, и это будет норма. То есть мы в этом начнем, в этой каше вариться, так скажем, да, уже большее количество людей начнет верить, начнет это принимать и начнет понимать, что да, ага, на Марсе, возможно, есть жизнь, а еще есть другие планеты, которые не были изучены и так далее. Вот, и опять же, откровения у меня какие еще были в разного рода погружениях, что они вместе с Маском будут покорять и исследовать космос и разные светила, разные планеты. Вот, тем более, что Трамп решил урезать расходы США под влиянием, конечно же, Илона Маска, расходы США на исследование космоса, но Маска это не касается. Маск тут, как говорится, постарался, и 25 тысяч госслужащих, занимающихся изучением космоса, их просто сократили, да, убрали ряд федеральных программ. Но сами они не прекратят это делать, и, скорее всего, будет встреча обязательно Маска и Папы Римского, где они соединятся, потому что ему это интересно. Сейчас скажу, почему папе это интересно. Потому что есть моментики очень важные, да, нам важно подытожить, что с приходом вот этого папы наступает новое время формирования новой цивилизации. Это не значит, что случился конец света, да, как все предсказывали. Все, это новый этап. Через новые цифры мы видим много подсказок. Ватикан имеет сверхзнак, 178 знак. Он на себе замыкает и силы все, самое сильное влияние там, самый сильный портал, и плюс 1 плюс 7 – это 8. И деньги тоже. Деньги мира, да, в Ватикане, там, как говорится, из Ватикана вытекают дальше и принимаются решения. Он действительно, Ватикан вместе с папой влияет и будет влиять на глобальные процессы в мире. И в новостях уже есть как раз информация, что Папа Римский уже, видимо, предложил или предлагает провести вот те самые переговоры, которые немножечко в Турции не совсем туда пошли. Вот, конечно, все хотят посвящения, да, посмотрим, куда это развернется. Вот, дальше, если мы берем его старое имя, которое до престола было, до того, как он вступил в должность, его звали Роберт, да, отчество там у него и фамилия Превост. Когда мы складываем все цифры, у нас получается 16. Это печать духов, и это особая сила, его ведут особые силы. Дата рождения его 14.09.1955 год. В сумме, когда мы складываем, мы тоже получаем код 16, то есть уже 2 раза дублируется. Возраст его 69 лет сейчас, но к сентябрю ему тоже будет, у него будет 16, получается. Сейчас 6 плюс 9 – 15, а в сентябре ему исполнится, в общем-то, определенный период наступит, да, и там определенными методами расчета я вижу то тоже 16, усиление. Вот, и что еще примечательно, что, опять же, мы сейчас видим, что поддержка его аркана по возрасту, который действует прямо сейчас в 15, идет цифра 267 папа, это тоже 15. То есть вот, а 16 у нас повторяется
с одной стороны, 3 раза, но не совсем 3. Интересный факт, что в 1988 году, на конце мы опять видим 8816, новый папа, который сейчас действующий, отправился в Перу и более 10 лет там возглавлял Августинскую семинарию в определенном городе, который имел год 9. Я тоже это все рассчитывала. Соответственно, там он получил вот эти настройки по Марсу. И вступает он на престол как раз по Марсу, тоже 9. Вот. А если вспоминать и смотреть историю этого города, то там шаманизм, там традиционная шаманская медицина, там верят в исцеление, там очень много разных духов, у них огромная магическая история. И кто там бывает, он никогда не уйдет из этого города без дополнительных посвящений в разные эгрегориальные сильные структуры, да, и, конечно же, если там человек 10 лет возглавлял какое-то направление, то, естественно, он знаком со всеми этими энергиями. Вот, потом он уехал, он был в Москве, хотел сказать, в Америке он и родился, кстати, там побыл, а потом в 2014 году он опять отправился в Перу. Вот, и уже все, его избрали 8 мая. Конклав в итоге с 3-го, по-моему, раза, у них там дым 2 раза шел темный, это значит, папу не избрали. И когда из трубы дым пошел светлый, значит, папу избрали. Избрали 8 мая 2025 года, а при сложении получается 22. Это еще один драконианский рептилоидный код, который говорит о том, что силы его ведут. И дальше понятно, что с такими событиями будут меняться разного рода деятели, вышестоящие, и сразу же в день, кстати, смерти папы в отставку подал Клаус Шваб. Сам подал в отставку, да, если кто не знает, то он был на посту председателя Всемирного экономического форума, который сотворял разные исследовательские темы, да, под влиянием состава определенного, то есть и вот многие вещи, которые были, это было при поддержке вот этого экономического форума. Вот, что еще интересно, да, 16, где еще повторяется, самому папе прошлому, который умер, который совершил переход, ему было 88 лет, это тоже 16, вот еще дублирование. И если еще говорить, кто уходит с высоких постов, сейчас просто по всем странам это будет происходить, нужно наблюдать. Уоррен Баффет ушел, это американский предприниматель, которому уже около 94 лет. Он еще в здравом уме и мог продолжать быть, да, но он один из крупнейших инвесторов в мире, и он объявил о своем Walmart, да? уходе. Да, все, Да. не перебиваю. Сейчас я уже прям вот мысль заканчиваю. И тоже, знаешь, когда его спрашивали, что же вы уходите от старости, да, но он сказал, нет, не ищите тут магических смыслов, хотя раз он это озвучивает, смыслы магические там есть. А тем более он известен под прозвищем Провидец. Вот его называли Провидец. И тут у меня состыковочка сразу. Так, он знает все про финансовую систему, он знает про все инвестиции. Что же он в самый такой непростой момент в Америке уходит? Он, значит, что-то знает. Да, а по вибрациям у нас в этом году в июле должны нам сообщить очень какое-то важное известие, касающееся, такое прям радикальное, да, именно в июле, связанное с финансовой сферой. И дальше август и сентябрь, может быть, опять же, может быть, я фантазирую, но когда я просчитывал замыкающие циклы, то ровно 27 лет прошло после 1998 года. Да, вот он замыкающий цикл, да, то есть повторение 1998 года, потому что у нас сейчас по году 9, и в 1998 году тоже была 9. Вот, будем наблюдать, что будет происходить в сентябре и в августе. Это какие-то вот именно финансовые могут быть, да, потрясения в плане... Да. Вот эти страшные слова, я их даже не хочу произносить, когда валюта там наизнанку выворачивается. Да, непонятно, что сейчас, видишь, все такое скрытое достаточно. Даже сейчас кризис в недвижимости очень нестандартный. Нет такого, что все открыто, да, вроде как бы вот все скрывают за счет того, что продажи встали. Вот я с кем не разговаривала, вот у меня знакомых много, кто в недвижимости. Продажи встали, но за счет того, что есть очень в некоторых направлениях льготные программы, вроде чуть-чуть движения есть, но так глобально продажи стоят. То есть что-то со всеми рынками может быть. Посмотрим, будем наблюдать. Мы просто анализируем, мы смотрим на то, что нам говорят цифры. А цифры повторяют по цифрам события вот 1998 года. Просто чисто анализ.
А это только финансово? Может, еще какие-то, ну, какие моменты могут быть оттуда еще у нас повториться? Уже много повторяется. То, что Трамп стал опять президентом, тоже по девятке. Много самолетов упало, да, это я вот тоже тебе тогда говорила, в декабре мы рассчитывали, что по расчетам это около 9, потому что я проанализировала все похожие года, увидела закономерности, и как только у нас проблемы с самолетами в декабре случились, опять же, многие говорят: Мара, а почему вы про декабрь говорите, если там еще восьмерка? А потому что я уже видела, там ретроградный Марс уже был, а это значит, уже события по Марсу будут действовать по девятке. Поэтому я и понимала, как считать правильно. Да, другие люди это могли не состыковать. А поскольку я в практике уже 21 год, немножко больше вижу, чем все остальные нумерологи. И тем более владею 11 традициями нумерологии. И все накладываю, все соединяю, все смотрю. Вот, что ты говоришь еще? Да, вот сейчас у нас еще плюс идет коридор конфликта личной жизни, коммуникации и денег в том числе. Мы уже в середине мая, а этот коридор называется, этот коридор май-июль включительно. Код 14-16. Почему? Потому что когда мы складываем май месяц 5 с годом 9, у нас кармический показатель. 5 и 9 будет 14. Дальше аркан дьявола вскроет проблемы в личной жизни в июне у многих, поэтому нужно в этот период со второй половинкой быть очень друг к другу заботливыми, относиться, быть внимательными, кто что-то подозревал, да, потому что измен много, да, в такие периоды бывает, любовных треугольников, кто-то узнает про любовницу, кто-то даже может узнать, что вторая семья, дети. К сожалению, вот так работает, я уже на протяжении 21 года вижу все эти закономерности. Дети на стороне и так далее. Вот тут нужно принимать решение, вам по пути или не по пути, да, и можно смягчить ситуацию. Если вы что-то радикально, не дай бог, узнаете, это не все, конечно, узнают, и не у всех это есть, но у тех, у кого есть, это может всплыть. Не делайте резких шагов. Попытайтесь договориться, сядьте, переходите на переговоры, хотя трудно будет сделать, потому что коридор 14-16. Вот, и задача мягко пройти все-таки июль, не допустить в свою жизнь любовные треугольники, ни в коем случае не допустить измены, потому что то, что произойдет в июле, будет в этой сфере разрушать, в июне что произойдет, будет разрушать в июле, потому что июль – это 16, это проблема в отношениях как раз, нельзя выходить замуж, лучше в июле не планировать детей, подождать до августа, все, что связано с личной жизнью. И вот там, как говорится, коса на камень найдет отношения, в том числе и с деньгами. И дальше мы увидим разворачивание ситуации на сентябрь и август и сентябрь. И опять же, когда я просчитывала, я видела, что многие пирамиды рухнут, в том числе криптопирамиды, да, люди не смогут поменять деньги бумажные, валютные какие-то, их уже сейчас не особо принимают, да, там будет гораздо сложнее. Вот, то есть предполагать можно всякое, но даже эксперты, которые разбираются в экономике, не могут 100% сказать, как это повернется и что будет. Потому что, с одной стороны, скорее всего, те, кто верховные деятели, они уже понимают, куда идут, но это не разглашается, естественно, чтобы не было паники. Но в каждой стране все-таки президент, который хочет остаться во главе, да, и чтобы его уважали, он остался в истории по плюсу, он будет делать все, чтобы в его личной стране было все хорошо. Поэтому друг другу они точно будут мешать и точно будут хитрить, и не надо смотреть на дипломатию, которая происходит между верхушками. И ужимки, и вот эти хитрые глазки, да, то есть нужно глубже смотреть. Ну, наш президент имеет код мудреца, поэтому он немножко видит больше, чем все остальные. Я вот еще задумался, то, что это же был период, когда, получается, после распада СССР все устали уже от того, что происходит в мире, и все еще и боялись того, что ошибка 2000-х, кто помнит. Да. И сейчас тоже все боятся, что нейросеть что-то сделает, все устали от того, что происходит в мире. Все боятся, но я бы сейчас, знаешь, рекомендовала меньше новостей смотрите, фокус внимания на себя, на свои разные кучки, да, ну, понятно, что, как есть высказывание, в одной корзине яйца не храним, это касается, это уже как метафора или пословица, да, это касается всех разных ресурсов. И периодически тоже, вот чтобы я рекомендую, что я сама делаю, это мой опыт, вы можете это не делать, если захотите, будете проверять. А я стараюсь каждый месяц из госуслуг распечатывать все документы, чем я владею, чтобы, если что, у меня свежие документы есть.
Понятно, да? Это мы про 3 дня тьмы говорим? Это не только про 3 дня тьмы, это вообще сейчас вот в этом году лучше делать. Пусть пачечки лежат, зато вы точно проверяете, раз в месяц зайти и проверить, что у вас на госуслугах, все на вас оформлено, все отлично, заказали справку, выгрузили, у вас все в свежем виде есть. Вот. И давай, вот у нас еще на нас будет влиять, хочется про влияние на ближайшие месяцы, Да. на нас определенным образом повлияет комета, и какие вообще в целом могут ощущения быть внутри у нас вот, в ближайшее время. Вот смотри, я бы сейчас соединила 5 событий, которые закручивают новую ветку вероятности, реальности, и у всех все пойдет по-другому. Первый мы обсудили коридор 14-16, смерть, второй – это смерть Папы Римского и назначение нового, летящая комета. Дальше ретро-Плутон уже действует с 1 мая и до октября он будет действовать, и Нептун меняет свой знак аж на 14 лет. Ну, давай с чего, с кометы давай начнем, пойдем. Давай с кометы. Недавно была обнаружена крупная комета, которая летит вдоль Земли. Лететь она будет еще до конца мая. Да? И вот ученые переживают даже, что она может врезаться. Но она не врежется, но влиять она точно на нас будет. Да? Называется эта комета Сван-25F, что в сумме, собственно, дает 7 Кету. Кету – это кармический узел с точки зрения ведической нумерологии. А из созвездия она связана, точнее, она с созвездием Пегас, который дает код 202. Так, я как только этот код увидела, 202 связан с нашими годами. Когда случился 2020 год, нам дали сразу код 202 на 9 лет. Видишь, 202 на 9 лет, и комета, связанная с этим созвездием, летит в нашу сторону, значит, она несет эти энергии. Она трансформирующая, она усиливающая, а у самой кометы 7 – это что? 7 – это кармический узел, спрашивающий за прошлое. И то есть вот это все соединяем на наш 9-летний цикл, да, с 20 года по 29 однозначно влияние есть этой кометы. Потому что она же летела давно, просто приблизилась к Земле. Вот мы только сейчас ее обнаружили. Вот, соответственно, оттуда несутся новые загрузки, новые коды, и что-то будет перепрошиваться, потому что любая летящая мимо комета – это катализатор изменений во всем мире, во всех странах. И в экосистеме, и в климате, и в экономике, и в политике, и в финансовой сфере. Вот, столкновение в нашем случае невозможно, у нее какая-то правильная траектория. Главное, чтобы в нее по пути никто не врезался, не сместил ее траекторию. А так, конечно, да, это тогда может быть опасный звоночек, но сейчас не допустят этого, высшим силам сейчас это не нужно, да, чтобы уничтожена была наша планета. То есть они всячески помогут сделать, чтобы этого не произошло. Тем не менее, интересная закономерность, я же обожаю просчитывать, да, интересная закономерность. У нас год девятка, 2025 складываем 2, 2 и 5, это 9, а Тунгусский метеорит упал на Землю в 1908 году, тоже была девятка, когда 1908 складываем и сводим до однозначного. Метеорит Гоба, который упал в 1980 году, тоже дает девятку. Видишь, как интересно. Что может быть в таком случае? Да, метеорит слово звучит. Падали вот в такие же периоды. Возможно, да, какой-то осколок прилетит, но будем надеяться, что он упадет очень мягко в какой-то... Пусть он будет маленький, и, может быть, упадет в океан упадет, допустим. Вот, или упадет туда, где это будет не опасно. Вот, потому что в океан тоже достаточно опасно, он может создать высокий уровень волн и спровоцировать цунами. Вот, поэтому будем смотреть, но чтобы нашу Землю сильно содрогнула комета, этого не будет. Вот. Понял. И на нас еще у нас ретроградное влияние тоже планируется, да, звездами. Как вообще проживать, вот что делать, чтобы прожить май, июнь, июль? Вот основной пик будет в сентябре, да? Что-то, да, что должно произойти, что-то, что вскрыться. Мы к этому моменту надо кармически подготовиться или какие-то там, я не знаю, коды нарисовать себе, чтобы просчитать что-то. Смотри,
Во-первых, сейчас мы здесь находимся. Да, вы точно коды какие-то уже возьмете, я дам корректирующий код. И сегодня 18 мая. Да, вот сейчас можно подзарядиться в этот день. То, что вы будете практиковать, то, что вы будете делать, это вас усилит на 3 месяца. Вот мы сегодня прям с моими учениками практикуем. Да, они всегда уже готовы со вчерашнего вечера, чтобы делать. И у нас там целая методика. Но кто сегодня нас слушает, вы уже не попадаете в эту методику, что хотя бы нужно сделать? Первое, конечно же, активировать код, который я дам. Конечно же, сегодня надо обязательно выкинуть 5 вещей, которые вот изжили себя. Прям вот закончим сегодня эфир, да, и до вечера постарайтесь выкинуть. Обязательно в прихожей нужно протереть, чтобы убрать старые энергии, хотя бы в прихожей, если у вас большое помещение, протереть, вот в ведерочко налить воды и туда насыпать стакан соли. Все размешать и хотя бы в прихожей протереть, тряпку выкинуть, воду вылить и сказать: вся беда, как с гуся вода. Если у вас квартира небольшая, то во всей квартире лучше помыть полы вот как раз соленой водой. Дальше обязательно постоять под душем и сказать: вся беда, как с гуся вода, вся беда, как... Ну, то есть проточная вода должна быть с волосами полностью, чтобы на макушку вот сюда лилось. Вот, обнуляю все старые программы, мешающие мне проявляться, обнуляю все старые программы, мешающие мне проявляться. Да, то есть вот таким образом. И потом сделать вот этот код. И, конечно, не пропускайте. Угу. Да. Вопрос, а что будет, если вещи не выкинуть? Это у тебя там старые проблемы? Да, как старые проблемы, старая энергия. И вот тоже закончите. Сегодня обязательно зайдите в телеграм-канале, много написано материала. И еще успеете там, кстати, да, в бесплатном доступе у нас есть, я же базовые еще давала, быстренько видео просмотрите. Там есть 5 ритуалов, которые я сейчас вот не расскажу за 5 минут. Тоже сможете там перейти прям и изучить. Открутите чуть повыше. Понятно, что сегодня у нас там уже журналы все читают, активируют. У меня еще 4 журнала вышло. Но и можно забрать методики, которые прям бесплатные, и вы точно сейчас успеете. Еще до 12 вечера достаточно много времени. То есть не теряйте вот этот момент, потому что эти вот всякие символы нанесения, активация, да, они заряжают. Условно, ты в этот день подключаешься к розетке и накачиваешься. Вот, дальше что? Еще хочу сказать, что Плутон, вот ретроградный, про который ты сказал, это планета разрушений и возрождений. Да? То есть старое мы разрушаем, новое появляется. Поэтому отсюда кризисы. А раз он с 1 мая начал действовать и сейчас будет наращиваться в соединении с теми 4 событиями, которые мы озвучили, то вот как раз до октября месяца все должно развернуться. А более того, Плутон связан не только с трансформацией, да, но и с конфликтами в разных частях мира, с войнами, с армией. Это все вот он ими управляет. Поэтому сейчас тоже в этих направлениях будет разного рода перепрошивки. Также он управляет страхами, блоками, создает ограничения. Вот, поэтому в течение лета старые привычные шаблоны нужно из своей жизни убрать. Да, взять какие-то аскезы было бы здорово. Кто-то сядет на диету, кто-то начнет спортом заниматься. То есть нужно разрушить самим искусственно что-то старое, чтобы плохое в твою жизнь не пришло, искусственно создать себе страдания. Да, но вот спортсмен, который начинает тренироваться, он же страдает во время тренировки, понимаешь? Или когда мы что-то новое осваиваем, мы тоже страдаем, потому что не получается, ты еще не знаешь, это еще для тебя новое. Поэтому создайте себе искусственное страдание. Не зря мы стоим на гвоздях. Ты, кстати, стоишь на гвоздях? Я бы... Пробовал, но не постоянно. Касаюсь Вот, гвоздей. Вот так. у кого их еще нет, найдите возможность приобрести. Кстати, скажу, что когда будете на маркетплейсах искать, не попадайте на самое первое, а ищите подольше. Там есть часто, они там скидывают очень дешево, да, потому что, например, разорился этот поставщик, ему надо быстрее продать, и они очень дешево со скидками продают. И смотрите, чтобы гвоздики были поменьше, не надо брать профессиональные. Это тоже искусственно введенные страдания, но это так круто активирует все твои триггеры, да, вот оно прям может выстреливать, убираться из жизни, и ты прям на другой день даже через час-два ты чувствуешь другую энергию. Чем чаще вы их практикуете, тем лучше. Вот, что еще? Плутон отвечает за изменения во всех системах, от экономики до политики, и здравоохранения, и финансовой сфере, да, и мы видим уже, мы выделили август-сентябрь, также он пробуждает
те нечеловеческие. То есть обостряется что-то такое, что вы скрывали. Будет это поднимать, обострять. Плюс, если отношения были абьюзивные, токсичные, то он их прям может сильно проявить так, что как раз июнь и июль тебе как бы разрешает выйти из этих отношений. Вот именно Плутон может спровоцировать, и, наконец-то, женщина, которую, например, муж избивает до синяков, она решится сбежать, да, лишь бы сбежать, да, но, конечно же, мы за то, чтобы хорошие семьи мы сохраняли и максимально учились договариваться. Вот, его еще считают Плутон планетой смерти, которая может сжечь дотла все, что уже не служит высшей миссии или высшей цели. Вот, и касается это, опять же, и нас, да, видишь, он может сжигать, а год у нас огонь, 9. Поэтому отлично, если периодически вы будете устраивать сжигание каких-то, вот у кого дача есть, да, где или печка, баня, если есть возможность, старые вещи, да, смывать и сжигать. И иногда рекомендую сейчас раз в месяц хотя бы, если у вас нет своей бани, сходите куда-то там с подружками соберитесь. Да, это будет достаточно экономно, 5-6 человек, но вы прям идете условно делать практику. Там, где печка, чтобы была, чтобы огонь, и вы с собой что-то берете, что вам нужно сжечь. Вот раз в месяц 3 раза сделайте, это будет крутая практика. И веником себя отшпариваете, тоже программу обнуляете. Веником себя, да, шпарю, и программу обнуляю. Веником себя шпарю, программу обнуляю. Негативные программы обнуляю, вот так лучше говорить, чтобы все позитивные, ресурсные остались с вами. Вот. И перед тем, как мы в цифровые еще такие моменты перейдем, хочется тоже понимать просто, кто, если будет повтор 98-го, если он уже происходит, там кто в первую очередь пострадал? Люди, которые контролировать все привыкли, люди, которые там жили карьерой, роскошью, у которых все это тоже посыпалось. В общем, такие, как это... Ты знаешь, сейчас... Да-да-да, говори. А получается, легче было циникам и эмоционально отстраненным людям, потому что, ну, как бы, терять было нечего. Происходит, ну да. Да, терять было нечего. Ты знаешь, сейчас все будет совсем по-другому. Это не будет повтор прям конкретно 98-го по тому же сценарию, потому что, опять же, сейчас прошла уже огромная зачистка, подготовка к этому. То есть вот как раз те, кто коррупционеры были, их уже прям, почистили в большей степени. Эта чистка продолжается и будет продолжаться. Это будет какой-то новый уровень, новый сценарий, поэтому его нам никто и не афиширует, и не рассказывает. Трудно что-либо предполагать, а фантазировать в этой сфере я бы не стала. Вот, просто нужно понимать, что вот как в Европе отключили свет, и люди остались без налички совсем. Наверное, тогда вот в кошелечке что-то хотя бы должно быть, чтобы вам можно было на такси доехать, что-то покушать, да, там больше суток не было в нескольких странах в Европе света просто. Не работали банкоматы, ничего невозможно было оплатить, и люди только могли те условия себе создать, у кого была наличка, то есть и они могли перелететь и ночевать где-то, потому что могли оплатить. То есть вот тут как бы, деньги должны быть физически, какое-то количество должно быть. Вода должна быть, тушенка, еда, потому что, когда мы с тобой прогнозируем в начале года, то это будет год гонений, год грехов и год голодных. Собственно, вот оно и происходит. Да? И более того, что некоторые страны, те, кто с нами дружны, да, они не будут больше скрывать тех, кто нарушает законы, они будут выдавать, потому что слишком много людей скрывается, например, через свое поведение, да, плохое, уехали за границу, думают, их там не достанут. Будут сдавать, будет миграция продолжаться и эмиграция. То есть миграция, чем эта миграция отличается? То, что миграция это на короткий срок могли люди куда-то уехать, переехать в рамках разных стран и в рамках своей страны. А эмиграция это когда их на родине что-то не устраивает, и они переезжают. Все, там что-то их не устроило, и они навсегда надолго переезжают. Это полная миграция называется. Вот, это тоже сейчас будет. Но и будет много возвращенцев.
И вот я сейчас говорю, если кто-то хочет скрыться от каких-то преследований, вы знаете, что вы накосячили, как раз-таки лучше самим пройти, проконсультироваться с юристами, не скрываться, а пойти решать вопросы и закрывать вот эти дыры. Да, не доплатил налоги, пусть аудит тебя проведет, подскажет, и ты придешь, условно, сам сдашься, да, чтобы не было потом проблем, и объяснишь, вот тут вот так получилось, тут так получилось. Ну, я вот как бы за это. И те, кто платит налоги, я рекомендую, тоже фишка такая есть. Умилостиви любой эгрегор заранее, чтобы он к тебе как бы благосклонен был. Это, опять же, практика улучшения отношений конкретно с эгрегором, который тебя будет поддерживать и вести. Поэтому вот я, например, очень люблю в налоговую гораздо больше денег переводить, чтобы мне там на счету запас был. Сейчас как раз-таки классно сделан для этого общий счет, и они потом сами все распределяют. То есть и это некая тоже разгрузка, да, вроде не все только у тебя на счету, а у тебя уже в налоговой денежки есть, там, грубо говоря, на целый год оплаты налогов. Вот, ну, кто-то не на год, кто-то на квартал, по крайней мере. То есть вот такие практики. Если хочешь умилостивить эгрегор здравоохранения, пойди что-то отнеси в больницы какие-то, купи тетрадки, канцелярию медсестрам, да, что-то такое, если денег много нет. Вот. Или кому-то что-то принеси и скажи, отдайте в 5-ю палату. Или в ту палату, какой цифры у вас не хватает. Например, нет у вас энергии, 20-я палата, 22-я палата, 202-я палата, просто передайте передачку. Вот, там скажите, вот лежит там на той-то койке, даже не обязательно знать, а просто в 5-ю палату или в 22-ю палату. 5-я палата – это коммуникации как раз с эгрегором, чтобы все было у вас хорошо, чтобы не допустить болезни. И плюс раскачка канала продаж. 8-ка – это умилостивить Сатурн, да, он на самом деле провоцирует многие заболевания. А это еще и деньги. Вот, поэтому нужно посмотреть, либо каких своих цифр не хватает. Ну, вот мои ученики, кто разбирается в этом, они знают уже, куда чего, как нести, под какими цифрами, что усиливать. Если вы еще не знаете, телеграм-канал обязательно. Кстати, 6 уроков мы поставили тоже, да, там имя нужно свое изучить, номер квартиры, город можно посчитать, земной космический паспорт, вы слабые и сильные стороны увидите. И даже вот по этим 6 урокам можно делать базовые консультации и зарабатывать от 1000 рублей. То есть безоплатно уроки изучили и тут же начинаем консультировать. Это вот для тех, у кого, например, сейчас нет дохода, и вы не знаете как. В соцсетях у вас много друзей, знакомых, телеграм используйте, не стесняйтесь выкладывать в кружочки, что вы консультируете. У вас столько знакомых там образуется, вы удивитесь, что вас стали смотреть. Многие эту площадку не используют, к сожалению. Где брать клиентов? Да начните с вашей базы, которые ваши же друзья, ваши же знакомые, а потом они к вам попадут и начнут вас дальше рассказывать про ваши возможности, что вы вот, например, по цифрам смотрите. Это же здорово. Вот, поэтому то, что энергии идут похожие, да, вернемся, да, к 98 году, то, что связано это будет с цифрами, с цифровыми деньгами и вообще с деньгами глобально, потому что идет конфликт в денежном эгрегоре. Но как этот сценарий развернется, предсказать невозможно. Но то, что вот, ты знаешь, я просто чисто логически рассуждая, если у нас поменяли денежки 5000-е, по-моему, 2000-е, новые рисунки внесли, это же вложение в эти деньги, значит, изымать не будут деньги, скорее всего, вот так. Возможно, так. Хотя, кто знает, всякое может быть, скажут, вот, чтобы у всех только такие денежки были. Вот, поэтому чем больше у вас новых денег, тем лучше. Очень важный вот момент, как просчитать свои личные какие-то опасные периоды, но до этого момента, то, что напряжение, чтобы чуть-чуть снизить градус напряжения, да, какие хорошие, положительные, чудесные даты будут, или периоды, в которые можно заниматься, там, начать хобби профессионально своим, или начать, вот если человек давно планировал пойти в кружок, взять и пойти в этот момент в кружок. Ну, вот как раз дата в мае одна единственная, 18 число, это сегодня. Да, и вы сейчас все, что вы сделаете, вы как топливо накидаете себе огонька, и на этом топливе вы будете ехать 3 месяца. У вас подзарядки хватит на 3 месяца. Но я бы хотела предупредить еще и про опасный период. Да, опять же, все периоды, которые я их высчитываю примерно на полгода. Сейчас они у меня высчитаны до июля включительно. Вот, и что там? То есть есть такие периоды, когда лучше не бывать в общественных местах, и прям вот все, что происходило, все, что я рассчитываю, я всегда потом анализирую события, вписываю. На них всегда попадают самые неприятные вещи. И вот даже в мае, да, вот коллапс был в Москве,
в аэропорту, тоже попал на этот коридор. Слава богу, мы его прошли, да, люди немножко, действительно, у них были искусственно введенные страдания, но все благополучно в итоге, да, они не летели, и никто их там случайно не нарушил полет в воздухе. То есть все живы, здоровы, вот. И вот такие коридоры, нужно их знать. Сейчас у нас в мае остался один такой коридор, 23-25 мая. То есть я не плюс-минус 3 дня всегда считаем. Это значит где-то с 20 по 28. Но самое сложное это с 23 по 25. То есть могут происходить разные тяжелые события, непредвиденные события. В эти дни лучше минимально использовать транспорт, меньше бывать в общественных местах. Да? А раз у нас усиление ретроградным Плутоном сейчас идет, то могут возникнуть проблемы с властями, с контролем в отношениях, и могут произойти в отношениях изменения, и большие риски в инвестициях. То есть в эту неделю старайтесь не инвестировать. Дальше давай сразу проговорим, кому повезет и, да, и кому не повезет. Смотрите, вот есть люди, рожденные в определенные даты, да, и когда там определенным образом я рассчитываю, я знаю, что вот для этих людей немножечко, может быть, более триггерный май будет, может быть, что-то вскроется, какие-то неприятные вещи. Нужно быть просто внимательным. Кому я рекомендую до конца мая быть внимательным? Кто родился 2, 5, так у меня записано, 11, 14, 20 и 23 числа любого месяца. Просто будьте внимательными. И когда вы внимательными будете, у вас уже не произойдут какие-то не очень хорошие события. То есть аккуратнее с новыми знакомствами, не будьте такие уж наивные, да, аккуратней. Как вот вчера, например, мы со Святославом оказались в магазине, и что-то он там раз, смотрю, девушке деньги дает. Я говорю, что ты? Он говорит, ну, подошла, сказала, у нее все плохо, грустно. Я, говорит, решил ей. И она дальше, значит, раз идет и обрабатывает бабушку. Я так понимаю, что это профессиональная мошенница. Как эту бабушку она обрабатывала, та бабушка уже лапшу на уши развесила. Я думаю, господи, только бы бабулю сейчас кто-нибудь куда бы ни то она ее не увела. Бабуля ей уже и то, и все купила, уже смотрю, она ей корзину набирает. И вот она таким образом работает. Да? Очень внимательно надо, да, на чувство жалости они могут вас поймать, но нужно смотреть, кому давать, кому не давать. Да? То есть человек, я сразу считала ее, да, обычно, если какой-то бабушке, я без проблем тоже могу все купить, дать, помочь и все. Но когда человек в одном месте стоит, и это проходное место, и просит, дайте, да, этого человека поставили не просто так. То есть он не себе, это не ему деньги идут. Это идут на какую-то там большую часть других людей. Да? То есть вот тоже внимательнее нужно с этими людьми быть. Что в мае я не рекомендую делать? Не менять образ, подождите до июня, внешность, да, внешность, одежду, стрижку, вот не нужно. Не нужно заводить питомца, вот именно в мае. Не говорите то, чего еще не произошло. То есть держим за зубами новые идеи, не хвалимся ничем. Ни мужчиной, ни проектами. То есть прям зажали и все. Вот когда случилось, тогда и все увидят. Вот. Поэтому будьте аккуратнее. И, конечно же, не пропустите, что как бы делать нужно наоборот, не пропустить сегодняшний день, практиковать надо, вы уже учитесь, уже хорошо. Дальше кормите бездомных, от души прям, да, бездомных животных, птиц кормите, Вселенная вас наградит. И классная практика есть на любое хвойное дерево, вот где по пути идете, увидели его, не обязательно в лес ехать. На хвойное дерево в любой день в течение мая привяжите бумажечку со своим желанием и оставьте 3 монетки под деревом, прям вот так заземлите и скажите «благодарю за исполнение, оплачено». Все, и пошли, оставили и пошли. Дальше вы не должны думать, даже если кто-то раскопает эти денежки, они вам уже не принадлежат, они принадлежат уже Вселенной, а вы с ней расплатились. И, конечно же, считайте себя вдоль поперек. Земной паспорт свой, это дату рождения изучите, слабые, сильные стороны. Космический паспорт изучите, что в сумме получается. Число имени ваше о многом говорит, и даже ошибка в паспорте, когда бывает так, что «ё» напишут «е», да, или какую-то букву 2 раза, или «о» на «а» поменяли, это уже некая корректировка. И вот мне нравится всегда пример в случае с Аленой, да, Алена – это кармический показатель, где есть проблемы с зависимостью, с властями, с коммуникациями, когда через ее. А когда мы убираем
точки, получается, Е, и тогда у нее уже 18 у Алены. Это Алена, да, тогда врата открыты, дороги открыты, возможности появляются. Поэтому имя имеет значение, в нем тоже можно увидеть некие подсказки и коды. И также, конечно же, сейчас важно рассчитать свою матрицу, длинный код. Он считается по-другому. Если кто-либо когда-либо себя считал по квадрату Пифагора, это сейчас будет неправильно считать, да, потому что мы раньше считали таблицу эту на всю жизнь. Сейчас нам дали две энергии в 2020 году, код 202, для того, чтобы мы все сферы смогли прокачать. И у нас теперь, кто вот знает, понимает о чем, я в третьем действии мы не умножаем. Расчет радикально другой. И матрицу мы делаем теперь на год, мы теперь туда добавляем имя, отчество. Теперь в матрицу персональный год добавляется, ваши лунные циклы. То есть важно матрицу рассчитать и увидеть, насколько вы изменились и перепрошились. Потому что человек, рожденный с определенными кодами, да, и вот по тому квадрату Пифагора, который раньше считали, он не может всю жизнь прожить. Сейчас у нас подгрузки идут постоянно, да, в течение года даже, вот когда у нас коридоры затмений, когда у нас 18 число, вот 4 раза в год, это 18 мая, 18 августа, 18 ноября, 18 февраля, всего 4 раза в год. И Папа Римский именно сегодня встал на свой престол, да, то есть признали его настоящим. Вот, что еще? Еще важно научиться прогнозировать. То есть уроки вот эти, что я перечислила, эти все уроки я записала, и мы вам по ссылочке все это передаем, это бесплатно. Изучайте, и кто захочет, дальше на вебинары будете приходить. На июнь давай тоже дадим безопаситься, чтобы 2 коридора и благоприятные даты скажем, да? Давай. Смотрите, в июне опасные коридоры с 1 по 4 июня. Опять же, мы закладываем 3 дня до и 3 дня после. А это значит примерно с 28 мая опасный коридор до 7 июня. И дальше у нас официально с 19 по 23 июня, соответственно, минус 3 дня, это где-то числа с 16 июня до 26 июня. То есть это вот когда я говорила, ни договора не подписываем, никуда лучше не летать, билеты в эти дни не покупать, выберите другие дни, тогда спокойнее пройдет ваш полет. Самолеты не задержат, не придется даже сидеть в аэропортах, да, хотя вот с птицами именно с самолетами в этом году действительно есть проблема, потому что они вибрации подходят под 9, именно огненную. Вот. Ну и благоприятные дни, когда у нас? Благоприятные у нас это хорошие дни, когда как раз все классно будет, и даже желание можно загадывать. Это 7 число, 11 и 25 июня, их всего 3. Вот. И что бы я еще порекомендовала, быть повнимательнее людям в июне, рожденным 1, так, это я записала, 1, 4, 10, 13, 31 числа любого месяца. Просто будьте аккуратнее с новыми знакомствами, очень внимательно, когда кто-то к вам стучится, куда-то вас добавляет, не нарвитесь на мошенников и не войдите в кармические отношения. Это как раз, например, встречаться с женатым, то есть что-то кому-то изменить, то есть не делайте ничего плохого, минусового, не экологичного именно в сфере личной жизни. И тогда ваш июнь пройдет мягко. Вот, что нельзя еще делать в июне? Поддаваться страстям, лучше воздержание. Дальше. Плохо, если вы в июне дадите долг в другим людям, да, вам трудно будут возвращать. И нельзя устраиваться на деструктивную работу. Это из серии, что, например, жесткие продажи, когда вас там прям прокачивают, как продавать, навязывай, кредиты навязывай. Вот на такую работу нельзя устраиваться, потому что вы карму себе испортите на много-много лет вперед. Да, и нельзя устраиваться на работу, где любое неэкологичное проявление. Например, продавец алкоголя, то есть продавец того, что помутняет рассудок человека, или администратор черной ведьмы какой-нибудь. То есть вот на такие работы старайтесь вот обходить их за километр. Что наоборот полезно, да, контролировать свою независание на зависимостях, да, то есть полезно не поддаваться зависимостям, то есть отследить четко и понять, ага, это мне не подходит. Очень полезно взять аскезу. И вот в июне уже полезно менять образ, стрижку, цвет волос, одежду, и тогда вы как будто бы обновляетесь, да, как будто бы как рептилии скинули старую кожу, как змея, и обрастаете уже новым всем, новыми энергиями, новыми связями. И давай вернемся к моменту, какие даты вообще в целом реально просчитать. То есть вот мы говорим про опасные даты для каждого человека. Я, допустим, захожу в
свою дату рождения, да? Да, Как это происходит вообще? да. Какие расчеты? Захожу, открываю год, месяц, год и месяц, да? Или и даты тоже надо Смотри, просчитывать? То есть вот как? идеально себе считать каждый год, однозначно персональный. Как он считается? Вы складываете число рождения, месяц рождения, год вы свой убираете, но подставляете тот год, на который вы считаете. И дальше вы видите какой-то год, проверяем, нет ли там кармических показателей 13, 14, 16, 19. У кого такие появляются, нужно быть очень внимательным, и по этой сфере может вскрыться какая-то тематика. Но 16 – это проблемы с личной жизнью, 13 может здоровье подсветить, 14 – проблемы с коммуникациями, с договорами, мошенники, 19 – с зависимостями. А дальше мы складываем до однозначного и смотрим трактовки от 1 до 9. Очень такие напряженные персональные года, когда нельзя новое ничего начинать глобального, ну, например, новый бизнес, новую работу, это 7-й и 9-й год. В 9-й год не рекомендую разводиться, дотяните максимально, а уже потом примите решение, все-таки разводитесь вы или не разводитесь. Например, в 1-й и 2-й год можно много что начинать, а 3-й – это очень творческий год, у вас должно появиться какое-то хобби, какое-то дело, которое прям вас воодушевляет, и тогда у вас потоки пойдут. В 4-й год идеально приобрести недвижимость, землю, либо хотя бы гараж, либо дачу, то есть чтобы застолбить энергию. В 5-й год мы продаем, коммуницируем, налаживаем контакты. В 6-й идеально строить отношения, рожать детей. 7-й, 9-й я сказала. И 8-й – это деньги. То есть основные деньги пойдут в вашу жизнь. Но это я прям крупными мазками. Опять же, целый урок. Там минут, наверное, 40 я рассказываю вот про прогностику. Все, пожалуйста. И также потом вы поймете, как по нюансам рассчитывать каждый персональный месяц. Мы, например, на год посчитали, у тебя, допустим, 8 получилось, деньги должны пойти, да, то есть весь год будут возможности ресурса получить. А дальше нам нужно в каждый месяц энергию посмотреть. Вот к своему вот этому персональному году ты прибавляешь номер месяца. Например, январь у нас единичка, получается по году 8 плюс единичка, это 9. Нельзя в этот месяц принимать радикальные решения, не разводиться, не конфликтовать, ну, там еще много нюансов. Да, например, в феврале у тебя уже будет 8 плюс 2, это 10. Изначально мы видим единичка, усиленная 0, это вообще супер, это колесо фортуны. Да, еще и плюс нужно четко понимать, так, если у меня в феврале единичка, вот как раз февраль – это идеальный месяц за все 12 месяцев в этом году начать что-то новое. Следующий месяц, март, тоже может быть. А потом мне уже надо что-то творить, создавать, и это желательно и монетизировать. То есть, видишь, мы и персональный год считаем, и каждый месяц можем рассчитать. Все вот трактовки как раз я там дала. На вебинары тоже много даю, на вебинарах трактовки. Ну и кто решит, потом у вас будет возможность захотеть в продвинутое обучение. Можно, если, получается, ты видишь негативное событие, поменять как-то цифру, да, если ты в другом городе окажешься, цифра изменится и событие Да, по-другому развернется. Либо люди, которые рядом находятся, вот эти вот нюансы и тонкости, они все есть, получается, в безоплатных уроках Мариных, да, которые по ссылочке. И даже и после уроков еще более подробно да. приглашение на такие же открытые вебинары, на которых еще подробнее все рассказывается. Да, ой, а И у меня телеграм-канал, да, я постоянно выкладываю корректирующие инструменты, много всяких базовых, которые прям вот даже мне мои конкуренты говорят, зачем ты так много там выкладываешь? Вот я тут на званом ужине была от гид-курса, да, кстати, наша школа на данный момент в 10-очку входит лучших школ по нумерологии. Вообще там на гид-курсе же 19 тысяч, вот, я была на званом ужине, и даже там ко мне подходили и говорили, зачем ты? Ну, если у меня поток идет, поэтому я даю, да, понятно, что у меня и обучение очень доступно, но я и бесплатно очень много даю. Вот, понятно, что конкурентам это не нравится. А уроки, да, прикрепим, и все, пожалуйста, меняйте свои событийные ряды. Задача моя передавать знания в большом объеме. Да. И да, у меня есть еще интересный такой вопрос. Перед вопросом тут просто в комментариях происходят разные истории интересные. Друзья, для тех, кому не нравится Мара и то, что здесь происходит, если вы хотите навредить Маре, давайте я подскажу, как это сделать. Не пишите комментарий, и тогда этот ролик не попадет в рекомендации, никто его не увидит, и вы реально сделаете подлость Маре. Поэтому вот хейтеры, кто хочет навредить Маре, Зря ты сказал, пусть пишут.
веселит порой, да. Бывает так, что, знаешь, люди часто немножечко схватывают какие-то поверхностные вещи, и вот внутри кипит, и они не знают, куда это вылить. Но когда они пишут комментарии, ты понимаешь, здесь в комментарии выбрасывается топливо, и оно как раз подталкивает, ну, в том числе и наш ролик подталкивает, чтобы его вынесло в волну потока, чтобы много было просмотров. Ничего страшного. У меня был период такой, наверное, я же с 2014 года вещаю, преподаю в интернете. Был такой, что я читала комментарии, расстраивалась, и со временем это настолько вот нарабатывается, потому что я часто вижу, что люди пишут про себя. То есть то, что они пишут, это их самих триггерит, и они вот как раз так мыслят. Ничего страшного, исправляйтесь. Как раз год такой выжигает все. Вот если вы встанете на светлую сторону, высшие силы точно вас будут вести и помогать. И карму вы не испортите. Вот. Теперь давай вернемся к тому, что происходит. Я супер такой достаточно контролирующий человек. Я думаю, многие люди тоже с похожими историями, когда неприятно ощущать вот эту вот неопределенность какую-то. Что я могу, допустим, сделать, и каждый человек, вот, к примеру, с помощью расчетов, которые ты по ссылочке безоплатной сделала, допустим, там, выбрать дни, в которые мне не стоит какие-то там заключать договора. Это первое, что надо, да, или куда-то ехать. Потом второе, что надо, это выбрать дни благоприятные. То есть можно посмотреть и выбрать, когда начинать чем-то заниматься, чтобы получилось, а не как обычно это попробуешь, а потом через год еще раз пробуешь, опять не в тот момент, и опять еще через год, и вот тебе уже много лет ты так и не сделал. Да, это все на месте. И посмотреть по местам, да, можно, что вот у тебя именно в этой квартире, это если с переездами, ну, то есть, по Обязательно, сути, можно... да. Исключаем обязательно покупку квартир, и даже когда съемное жилье, исключаем номер 13, 14, 16 и 19. Это открытая зона называется, например, номер дома 13, однозначно мы туда не едем, ищем другой. Или номер квартиры 16. Но и плюс нужно еще проверить сложение, потому что бывает дом, например, там 770 какой-то, да, сложили и тоже исключаем 13, 14, 16, 19, потому что там работают кривые энергии. И также номера квартир. Да, и плюс вы можете многие увидеть закономерности, что у вас сопровождает часто какое-то число. Как ни посмотрите на часы, у вас число, например, 22, 22, 11, 11, повторяющиеся. Они каждому говорят о своем. Когда вы такое увидели, вот если вы трактовки знаете по нумерологии, опять же, вот вы узнаете трактовки, да, вы будете вооружены. Но еще всегда спрашивайте, дорогое число, покажи мне сегодня, что это значит. И дальше вы отслеживаете, что после того, как вы увидели, может быть, звонок какой-то важный раздастся, либо вы идете, кого-то встретили, либо вам предложение в этот день, либо наоборот, числа вас о чем-то предупреждают. И когда вы начнете видеть закономерности, потому что это с вашего бессознательного в контакте с коллективным бессознательным будут определенные закономерности. Вот в данном случае у всех будет по-своему срабатывать. Да, вот если я знаю, что 11, 11 и 22 это высшие числа, то я понимаю, меня они ведут, они меня поддерживают, у меня сложится все наилучшим образом. А 10 и 10 – это тоже везение, удача, да. А может, например, число 14. Оп, мы видим, это кармическое число. 13, 14, 16 и 19 чаще всего предупреждают о чем-то. И вот это нужно анализировать. Что произошло у тебя в течение суток после того, как ты обратил внимание на это число на часах. Либо дома, номера тебе постоянно попадаются, одни и те же машины. Тоже смотри. И когда 3 раза у тебя повторится, ты будешь уже четко понимать, я уже вижу закономерность, все, дальше, если я увижу, я буду уже понимать. И вот если я куда-то опаздываю, либо из-за чего-то волнуюсь, и если в этот момент пролетает машина 0,22, 22,0, все, можно расслабиться, можно не переживать, да, то есть все хорошо сложится. Даже вот у меня случай был, там я должна была в первом ряду сидеть на большом мероприятии, слушать спикера известного, и опаздывала, прям четко опаздывала, я ехала за рулем и понимала, что в пробку попала, так неудобно, думаю, переживала, что мне придется проходить, это так неудобно, я в первых рядах, перекрывать, неуважение.
и пролетает как раз номер машины 222. Все, я говорю, все поняла, благодарю. Я приезжаю, опоздала действительно на 10-15 минут, но и спикер этот опоздал. То есть я спокойно прихожу, меня сажают, а я села, значит, все, ногу на ногу, и он выходит на сцену. То есть все очень, свет выключается, он выходит на сцену. Все очень удачно произошло, понимаешь? Поэтому вот тут каждый отслеживает свои цифры. Много что можно смотреть. Более того, еще хочу на что подсветить. Многие родители хотят из своих детей сделать каких-то гениальных, то, что у них внутри сидит, и свой гештальт не закрыт. Например, вы хотите, чтобы ваш ребенок стал математиком, а я смотрю, а у этого ребенка тройка. Он родился 3, 12, 21, либо 30 числа любого месяца. Какой математик? Он рисует, он танцует, он поет. Вот где его сильная сторона. Его туда надо направлять, а не математика из него делать, когда он сидит, страдает и рыдает. Вот у меня, например, мне ни в коем случае нельзя было чертить чертежи, потому что во мне очень много вот этой хаосной, создающей энергии и творческой энергии. Плюс у меня число 22, высшее число рождения. Вот. А родители меня, в общем-то, сказали, выбирай, либо ты в мед идешь, либо ты идешь в авиационный, чертить самолеты. И вот я выбрала чертить самолеты, потому что там было красиво. Для меня это важно, чтобы было красиво, чтобы я в этой аудитория наполнялась. Но не ожидала, что мне там попадется сложный преподаватель, у которого придется сложно чертить. В итоге я сделала все, чтобы перевестись в другую группу. Потому что, вот смотри, наша группа была разделена на 2 части. Да? У нас сложный преподаватель, я там страдала, я там плакала, я все выходные чертила, у меня ничего не получалось, потому что мне нельзя ровной линии, это не по моим стратегиям внутренним и по моей дате. Вот, мне нужно немножечко такой с рюшечками, с ромашками, такое обтекаемое. И вот нас одну группу на 2 части поделили, да, и вот у второй группы идеальная была радикальная противоположность. Они музыку слушали, у них преподаватель сидел нога на ногу, думаю, почему же я туда не попала, это же моя тема. Ну и все, и потом туда попала. То есть мы нашими действиями, нашими мыслями уже можем изменить и принятием решений, и взятие ответственности за себя, да, то, что я смогла открыть рот и пойти договориться. Мы меняем уже свои события, да, и тут нет никакой магии, а цифры нам только подсвечивают, где ты силен, на что тебе сейчас лучше опираться. И вот в этом году у тебя такие энергии сильные, а в следующем году у тебя будут другие. Вот и все. Просто все нужно знать. Давай код не забудем. И, Да. да, вот я хотел как раз спросить, какой практикой мы можем помочь себе? Давайте вот сейчас у нас есть практика, да, чит-код, он на майский коридор называется. Активнее он будет в мае работать, но и на июнь, и на июль он тоже будет смягчать минусовые энергии. Это чит-код отключения эгрегора сужения и ограничений, чтобы вас не сужали, не зажимали, не ограничивали по всем сферам, а чтобы у вас свобода действия была. Практика очень простая. Вам нужно написать на любом листочке бумаги код. Сама себе его записала, потому что я когда высчитываю в потоке, да, и высчитываю, я же записываю, но у меня их столько, больше, наверное, уже 1000 всяких разных, все, понятно, в порядке я не запомню. Записывайте. Код длинный. 3, 22, 7, 18, 55, 88, 22, 44, 66. Активирую код на совершение и велю действовать быть тому. Снимаю все ограничения. И еще можно сказать разбыть тому. Кто прослушал, зафиксируйте себе ссылочку, еще раз посмотрите. Это было прямо в последние 2-3 минуты нашего эфира, получается. Да? Поэтому обязательно и поделитесь с подружками, киньте нашу ссылочку на наш эфир в чаты с подружками, пусть все изучат, всем полезно, влюбитесь все в нумерологию и начинайте практиковать. Потому что это точно. Если у вас есть паспорт, там есть дата. Если цифры есть, значит, мы в синтезе, в синхроне с цифрами. Нужно какие-то цифры вытащить, которые вас усилят, а слабые их нужно трансформировать. Поэтому, дорогие друзья, переходим на безоплатные материалы от Мары. И давайте вместе посчитаем, чего нас такого ждет в ближайшем времени, именно конкретно нас. Да, забыла сказать, где листочек хранить. Вот тот листочек, который написали, можно на него дыхание дать, активировали, сложили и носите в паспорте вот до конца июля. Можно раз в месяц доставать и снова говорить: активирую, код на совершение, велю действовать. Убираем все ограничивающие программы. А я благодарю тебя И я за прекрасный сегодняшний эфир. И до новых